Сегодня я подготовил для вас по-настоящему страшное и ужасающее видео. Я расскажу вам о том, как албанская эмигрантка перерезала горло 7-летней девочки прямо на глазах ее родителей. Вы узнаете все подробности этого происшествия, о том, как такое вообще было допущено и какой приговор был вынесен преступнику. В 2013 году, 18 января, в Англии родилась Эмили Грейс Джонс. Мать девочки Сара работала адвокатом, а отец Марк – кредитным менеджером. Эмили была красивой и активной девочкой, которая училась в начальной школе Болтона. Она показывала просто отличные результаты в учебе. Ее знакомые и родители говорили о ней только хорошие вещи. Девочка была единственным ребенком в семье. В семье царило тотальное спокойствие, доверие и уважение. Эмили часто гуляла вместе со своими родителями в разных парках. Семья проводила много времени друг с другом. Сара и Марк говорили, что дочка – их свет в этой жизни. Родители буквально души не чаяли в своем чаде. Стоит рассказать и о дальних родственниках Эмили. Ее прадедушка участвовал в героической эвакуации Дюнкерка во время Второй мировой войны. Интересна его реакция на тот ужас, который произошел с его улыбчивой, доброй и веселой правнучкой и ее родителями 22 марта 2020 года. Новогодний розыгрыш от блогера Ильи Стрекаловского. Любой из вас может абсолютно бесплатно выиграть автомобиль Lada Granta на коробке автомат. Прекрасная машина в отличном состоянии стоимостью 500 000 рублей. Для участия в конкурсе вам нужно перейти по ссылке в описании, подписаться на телеграм-канал и нажать кнопку «Участвовать», а итоги розыгрыша будут 25 декабря. Удачи! Это был День матери, и Сара, мать Эмили, решила устроить пробежку в Куинс-парке. Он находился совсем рядом с домом. На улице стояла теплая весенняя погода, дул небольшой ветерок. Отец девочки, Марк, решил пройтись с дочкой по парку и встретить Сару. Они взяли с собой детский скутер, чтобы Эмили могла покататься. Девочка издалека заметила свою маму и спросила у отца, можно ли ей поехать к ней. Естественно, отец не мог отказать своей любимой дочурке и, думая, что все будет в порядке, отпустил ее. Марк следовал за ней, но никак не мог угнаться за девочкой. Когда Эмили проезжала мимо одиночной лавочки, на нее напала женщина с ножом, которая там сидела. Женщина, которую никогда ранее семья не видела, резко вскочила, схватила девочку и перерезала ей горло. Отец, следовавший за ней, подумал, что его дочка упала, а случайный прохожий оказывает ей первую помощь. Но когда он приблизился, то ужаснулся. Из шеи его любимой прекрасной дочки вовсю хлестала кровь. Сразу после нападения женщина постаралась скрыться с места преступления. Марк не сразу смог сориентироваться, поскольку был в шоке и ужасе. Лишь случайный прохожий, который видел момент преступления, начал бежать за убийцей. Очевидец смог достаточно быстро догнать женщину и повалить ее на землю. Он заблокировал ее руки, чтобы она не смогла вырваться и нанести телесные повреждения и ему. Когда очевидец понял, что женщина более не представляет опасности, он позвонил в полицию. Прибывшие на место полицейские и медики ужаснулись от ситуации. Маленькая 7-летняя девочка лежала на асфальте, истекая кровью, а ее убитые горем родители находились рядом. Полицейские сразу же задержали убийцу, а медики принялись оказывать первую помощь. Всем сразу было понятно – Эмили нужно срочно доставить в больницу, так как остановить кровотечение подручными средствами не представлялось возможным. К сожалению, девочка все равно скончалась. Даже в больнице ей не смогли оказать помощь. 22 марта 2020 года в 15 часов 56 минут врачи диагностировали смерть. Позже старший коронер, медик, который расследует смерти в результате необычных обстоятельств, сказал, что Эмили умерла при самом ужасном и страшном стечении обстоятельств. Полиция после задержания начала устанавливать личность убийцы. Ей была 30-летняя Эльтиана Скана. Женщина родилась в Албании и эмигрировала в Британию. Она въехала в страну в кузове грузовика, а чтобы ее не депортировали, попросила убежища. Скана утверждала, что она стала жертвой торговцев людьми. Изначально ей было отказано в предоставлении убежища, но после апелляции ей разрешили нахождение в стране. После преступления
Женщине было предъявлено обвинение в убийстве. Казалось бы, Скане не получится никак отвертеться от правосудия, и ее точно посадят. Однако во время расследования происшествия выяснилось, что женщина страдает от параноидальной шизофрении. Суд был остановлен, так как психиатры заявили, что она не могла давать отчет своим действиям и точно не осознавала возможных последствий. Следствие продолжало свою работу и находило все новые и новые факты, которые потрясали общественность. Как казалось, Скана уже находилась под присмотром психиатра, а ее прошлое уже было связано с криминалом на почве психических расстройств. Женщина наблюдалась у врачей и неоднократно сбегала из больниц, где проходила лечение. В результате врачи решили, что ее можно выписать, так как они устали от постоянных побегов и проблем, связанных с ними. В записях, которые хранились в больнице, было указано, что Скана в 2017 году бежала из больницы, где проходила лечение. Она добралась до дома подруги и постучала в дверь, прося встречи с ее 13-летней дочерью. В записях также говорится, что Скана угрожала ножом убить подругу, если та вызовет полицию. Холодное оружие психопатка украла в местном ресторане. Этот факт звучит еще более ужасно, зная то, что она все-таки смогла совершить преступление. Однако детектив-инспектор заявил, что в протоколе происшествия было записано только то, что сбежавший человек был возвращен в больницу. В документе не было указано ни слова об угрозах расправы. Помимо этого, у полиции не было никаких доказательств того, что Скана находится в стране легально. Но и на этом послужной список психопатки не заканчивается. Женщина в 2017 году напала на свою родную мать и даже угрожала сестре. В тот день она ударила свою родственницу ножом. Врачи понимали, что женщина представляет большую угрозу для общества, когда не принимает лекарства, но не указывали это в отчетах. Собственно, все эти страшные происшествия с участием родной матери Сканы и ее сестры, а также подруги, произошли как раз в то время перерыва в лечении. Она должна была получать специальные лекарственные инъекции, но позже этот метод заменили приемом специальных таблеток. Это означало, что более никто не сможет контролировать прием лекарств. Тут у кого-то может возникнуть вопрос: а помогали ли вообще эти лекарства бороться со столь серьезным заболеванием? Как оказалось, да. Медики указывали в личной карте пациента, что Скана может становиться агрессивной в случае длительного перерыва в приеме препаратов. Все ужасные поступки, которые она совершила, приходились как раз-таки на период, когда женщина пренебрегала приемом лекарств. Поэтому решение врачей о смене лечения выглядит еще более странным. Чтобы хоть как-то контролировать состояние пациента, был назначен специальный человек – координатор по уходу. Он должен был общаться с больным, анализировать его самочувствие и психическую стабильность, а также делать заключение о необходимости продолжения лечения или смены курса. Как оказалось, Скана встречалась с этим координатором всего за 11 дней до преступления. Это была единственная встреча врача с пациентом за целых 3 месяца. Казалось бы, у вас есть шизофреник, который угрожал другим людям, но к нему какое-то пренебрежительное отношение. Я, если честно, когда изучал эту информацию, пребывал в полнейшем шоке. Такого же мнения придерживался и отец Эмили. Марк говорил, что он был очень огорчен, когда услышал о деталях лечения этой психованной женщины. «Чем больше у меня информации, тем хуже выглядит весь план лечения», – говорил он. Отец старался добиться справедливости не только в отношении Сканы. Он добивался отставки исполнительного директора фонда, который и организовывал лечение женщины. Добиться этого удалось только после того, как было обнародовано несколько заявлений о жестоком обращении с пациентами в одной из клиник, принадлежащих фонду, а сотрудникам, которые работали со Сканой, были предъявлены обвинения в халатности. Десяткам человек грозит дисциплинарное взыскание. И всю эту ужасную информацию следствие смогло получить только благодаря независимой проверке деятельности фонда. В тот злополучный день в голове Сканы что-то опять щелкнуло. Она пошла в местный супермаркет и купила набор из 3 ножей. После этого она отправилась в парк, где поначалу просто сидела на лавочке. Прохожие не замечали в женщине ничего странного. Они спокойно прогуливались рядом с ней, а она даже не пыталась что-то натворить. К сожалению, так продолжалось недолго. Когда семья Эмили гуляла по парку,
В голове женщины тараканы вышли из спячки и принялись за свою работу. Именно в момент, когда 7-летняя девочка проезжала мимо той самой лавки, Скана решила действовать. И самое странное, что при задержании она вообще не сопротивлялась. Take the bag down. Wait. Let me take your bag off. Yes. Stay still. Okay. Hands behind your back. Thank you. Have you seen a child anywhere? Is she on her own? Right. The child's down there. Get down there quick. Yes, it's in my bag. What is? In my bag, ID, everything. 18016. Go ahead. This female is now in cuffs. She said there's a white ID in her backpack, which is by the side of her. What's in your backpack? ID and everything. ID. Yes, and the knife. And a knife. Yeah, turn it out. Right, the time now is 14:45. At this moment in time, you're under arrest on suspicion of attempted murder. You do not have to say anything, but it may be defensive. You do not mention something when questioned that you later rely in court, and if you do so, may be given evidence. Okay? Your arrest is necessary to protect vulnerable people and to ensure a prompt and effective investigation to this offence. Yeah. Okay? What's your name? Elgiona Skana. Just confirm to me what's inside your bag. You can control. It's just no bombs, no nothing. No It's just bombs. my ID card. ID card. In my mom's ID card. Yeah. There's a knife, some water, some juice. Okay. Nothing. Okay, that's it. So there's That's nothing it. that's going to Nothing in harm the me, no? bag. No. Okay. К сожалению, шансов выжить у Эмили не было. Нож задел сонную артерию, которая питает человеческий мозг. Через нее проходит колоссальное количество крови, а из-за того, что она находится в шее, наложить жгут, чтобы перекрыть сосуд и остановить кровотечение, было просто невозможно. Помимо этого, нож рассек пищевод и трахею. Кровь в избытке стала попадать прямо в дыхательные пути. Помимо колоссальных кровопотерь, девочка умирала просто захлебываясь этой же кровью. Даже взрослый и крепкий мужчина не смог бы пережить такую травму. Как я уже упоминал, судебный процесс над женщиной много раз откладывался. Все дело было как раз в психиатрическом осмотре. Но вы будете в шоке, когда дело наконец-то дошло до суда. Скана на нем заявляла, что она невиновна в убийстве. Женщина пыталась добиться, чтобы ее признали невменяемой в момент преступления, чтобы получить наказание за непредумышленное убийство. Срок за такую статью существенно ниже, чем за намеренное преступление. Суд над Сканой начался 26 ноября 2020 года, спустя почти полгода после смерти Эмили, и длился несколько дней. На нем общественности была предоставлена информация о заболевании женщины, а также о том, какое лечение ей было назначено. В квартире Сканы были обнаружены антипсихотические препараты. По данным полиции и врачей, того количества лекарств должно было хватить на месяц. На 4-й день судебного разбирательства врач, который общался с обвиняемой, сообщил об их разговоре. Как оказалось, Скана совершила преступление преднамеренно. «Я ждала в парке, я выбрала свою жертву, я убила кого-то и пыталась сбежать». Цитата из того разговора. Как вы уже заметили, эти показания никак не сходятся с тем, что сообщала женщина ранее. Обвинение настаивало на том, что Скана совершила запланированное преступление. Они оперировали тем, что женщина приобрела оружие в тот же день, когда и произошло убийство. А психическое заболевание, которое у нее имеются, она использовала в качестве удобного предлога для его совершения. Затем, получив все данные, судья огласил дату 8 декабря, когда будет вынесен приговор. В тот день Скана была приговорена к пожизненному заключению. Минимальный срок для получения права на освобождение был 8 лет. Свое наказание женщина должна была отбывать в больнице строгого режима. Освободиться оттуда можно было только в случае, если она больше не будет представлять опасность обществу. Но в любом случае, даже если женщина каким-то чудом излечится, она отправится отбывать наказание в обычную тюрьму. А 26 января 2021 года
Минимальный срок заключения для Сканы был увеличен до 10 лет. Как оказалось, судья, который выносил первый приговор, ошибся. Из-за этого наказание и было увеличено. Я бы хотел отдельно отметить, что этот инцидент не получил широкую огласку. Скорее всего, дело тут в том, что Скана эмигрантка, а в стране и так плохое отношение к приезжим людям из-за постоянно возникающих проблем с их поведением. Ну и чтобы не подливать масло в огонь и не провоцировать население на митинге, было принято решение не распространять детали этого дела. И я скажу даже больше. Пока я искал больше информации об этом деле, я не нашел даже 5 уникальных статей на эту тему. Что уж говорить о том, что все они были только на английском языке. Из-за этого реакция общественности была не столь бурной, как могла бы оказаться. Правда, даже парочки статей хватило, чтобы многие люди узнали о происшествии. Коронер, который проводил медицинское расследование смерти Эмили, отмечал, что он был очень тронут, когда ему присылали фотографии маленькой девочки. Он также добавил, что искренне соболезнует всем близким Эмили, а в особенности ее родителям, которые своими глазами видели ее смерть. За 20 лет моей работы коронером это одна из самых трагических смертей, с которыми я имел дело. И потеря красивой, невинной, живой, умной и очаровательной 7-летней девочки при таких обстоятельствах – невообразимая трагедия. Я ценю, что родители Эмили вне себя от горя, и мои искренние мысли с ними в это чрезвычайное печальное время, говорил Корнер. Родители дополняли, что их дочка была настоящим лучиком солнца в этом мире. Она была не только прилежной ученицей, но и очень добрым человеком. Эмили никогда не была так счастлива, как тогда, когда проводила время со своей семьей и друзьями. Она была нашей собственной маленькой социальной бабочкой. У Эмили была страсть к прогулкам на свежем воздухе, и она любила заниматься любым видом спорта, даже когда на ней были ее розовые блестящие платья, говорили ее родители. Они были просто убиты горем. Это происшествие настолько сильно потрясло всю семью, что матери и отцу первое время даже требовалась помощь психолога. Трудно представить то, что чувствовали в тот момент отец и мать Эмили. Одна лишь мысль о том, какие эмоции они испытывали, находясь рядом со истекающей кровью дочерью, вводит в ступор. Стоит отдельно отметить, что отец Эмили продолжал добиваться максимально строгого приговора для Сканы. Когда женщине увеличили срок до 10 лет, он был рад, но заявлял, что не допустит, чтобы убийца оказалась на свободе. Люди, которые узнали о происшествии, пожертвовали огромные суммы родителям Эмили, а также школе, в которой она училась. Было собрано 11 тысяч фунтов стерлингов на создание мемориального сада в школе. Еще более огромные суммы получили родители девочки. Большую часть из них семейная пара отправила на благотворительность. Это была ужасающая история 7-летней Эмили Джонс. Спасибо за просмотр, берегите себя и до встречи в следующих видеороликах. Пока.